2,5 миллиона рублей за Ладу Азимут. Попробуйте спокойно осмыслить эту цифру. Не за поддержанный немец с историей, не за почти новый японский кроссовер и не за корейский седан с минимальным пробегом. Речь идет о новой машине отечественного бренда, только что сошедшей с конвейера. Еще совсем недавно на такие деньги в региональном городе можно было взять квартиру. Сейчас кроссовер, который большинство людей видело только на нечетких фото из интернета. Самое интересное, что точной цены никто официально не называл. Но намеков уже достаточно, чтобы у потенциальных покупателей возникло неприятное чувство. Руководство завода аккуратно подводит аудиторию к мысли: дешевым этот автомобиль не будет. И судя по реакции людей, многие уже внутренне готовятся к цифре, которая выходит за рамки привычного восприятия бренда. Но прежде чем обсуждать цену, нужно понять, что именно просят за такие деньги. Потому что без этого разговор быстро превращается в эмоции. Перед нами фактически первый полноценный кроссовер бренда. Не вариация на тему универсала, не приподнятая версия седана, а отдельная модель, которая позиционируется как важный шаг вперед. Внешне машина действительно старается соответствовать современным трендам. Светодиодная оптика, цельная световая линия сзади, двухцветный кузов, панорамная крыша. Даже по презентации видно, дизайн делали с оглядкой на актуальные решения рынка. Внутри тоже попытка выйти на новый уровень. Цифровая приборка, большой экран мультимедиа, климат-контроль, кожаный салон, набор опций, который раньше ассоциировался скорее с более дорогими сегментами. На бумаге все выглядит убедительно. Даже дорожный просвет больше 200 мм, что звучит как заявка на универсальность. Но как только начинаешь смотреть глубже, появляются нюансы. Основа автомобиля не новая архитектура, а переработанная платформа от седана. Это означает ограничения, которые не всегда видны снаружи, но сильно влияют на восприятие машины в сравнении с конкурентами. Сзади простая балка вместо более сложной подвески, привод только передний. И это, пожалуй, один из ключевых минусов. Потому что в сегменте, куда собирается этот автомобиль, полный привод давно стал важным аргументом. Особенно в странах с непростыми дорогами и климатом. Двигатели атмосферные, без турбины, без той динамики, к которой уже привыкли покупатели современных кроссоверов. Это не означает, что машина будет плохой. Это означает, что она будет ощущаться иначе на фоне конкурентов. И вот на этом фоне мы возвращаемся к цене, потому что именно она становится главным вопросом всей истории. Официальных цифр нет, но есть ориентиры. Самые дорогие текущие модели бренда уже перевалили за 2 миллиона. Новый кроссовер по логике должен стоить дороже. Вопрос насколько? Рынок ожидает диапазон около 2 миллионов. Это та точка, где автомобиль еще может конкурировать. Но если верить инсайдам и осторожным заявлениям АвтоВАЗа, реальная цифра может быть заметно выше. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что за эти деньги покупатель сегодня выбирает не только между моделями, но и между философиями. Раньше все было просто. Есть доступный отечественный автомобиль и есть более дорогие альтернативы. Сейчас границы размылись. На рынке появилось множество игроков, которые предлагают локальную сборку, современную технику и широкий набор опций. И все это в том же ценовом диапазоне, куда пытается попасть новый кроссовер. У меня маленькая просьба. Нажмите кнопку подписки и поставьте лайк. Это занимает 2 секунды, но именно эти 2 секунды решают, увидите ли вы наши следующие разборы. Алгоритмы устроены просто. Они показывают каналы тем, кто реагирует. Если наша работа не нравится, тоже жмите. Но честно, нам важна обратная связь, а не цифры ради цифр. А теперь к главному. В итоге покупатель оказывается в ситуации, где он сравнивает не дешево против дорого, а одно против другого за те же деньги. И в таком сравнении начинают играть роль детали, которые раньше можно было игнорировать. Полный привод и его отсутствие, турбированный двигатель или атмосферный, архитектура платформы, поведение на дороге, общее ощущение от автомобиля.
И здесь возникает логичный вопрос. На что рассчитывает производитель, выходя в этот сегмент с таким набором характеристик? Возможно, ставка делается на бренд, на узнаваемость, на привычку, на ту аудиторию, которая годами покупала автомобили этой марки. Но проблема в том, что рынок изменился быстрее, чем ожидали многие. Сегодня недостаточно просто предложить новую модель. Нужно предложить ценность, которую покупатель реально почувствует. Особенно, когда речь идет о суммах, сопоставимых с 5-летним доходом. Есть еще один интересный момент. Стратегия с ценой. Она держится в секрете до последнего. Это необычно для современного рынка, где производители стараются заранее формировать ожидания и собирать предзаказы. Такой подход может означать несколько вещей. Либо цена еще не окончательно определена и будет корректироваться под рынок, либо ее сознательно скрывают, чтобы не отпугнуть аудиторию раньше времени. И тут мы подходим к более глубокому уровню всей этой истории. Когда-то Lada ассоциировалась с доступностью, с возможностью для обычного человека купить автомобиль. Это была его главная идея, его фундамент. Сегодня ситуация выглядит иначе. Автомобиль, который должен стать новой вехой, рискует остаться недоступным для той самой аудитории, ради которой все начиналось. Это не хорошо и не плохо, это просто факт изменения рынка. Но он создает внутренний конфликт, потому что ожидания людей остались прежними, а реальность уже другая. Если посмотреть на ситуацию со стороны, можно увидеть еще один парадокс. Высокая цена нового кроссовера может сыграть на руку конкурентам, потому что она ставит их в одну категорию. И тогда выбор становится очевидным для части аудитории. Люди начинают смотреть на характеристики, на оснащение, на технологии. И в этом сравнении у многих альтернатив есть свои сильные стороны. В итоге получается странная картина. Машина, которая должна была усилить позиции бренда, может невольно усилить позиции других игроков. Что будет дальше? Зависит от того, какой путь выберет производитель. Если цена окажется ближе к ожиданиям рынка, у модели есть шанс занять свою нишу и стать популярной. Если же она останется на уровне, который сейчас обсуждается, сценарий может быть совсем другим. Первые продажи, интерес, потом постепенное охлаждение и корректировка через скидки. Это стандартная история, которую рынок уже видел не раз. Есть и третий вариант, самый спокойный. Без резких взлетов и падений. Модель просто займет свою долю, не став ни прорывом, ни провалом. Но в любом случае финальное решение будет за покупателем, потому что именно он в итоге голосует своими деньгами. И вот здесь хочется задать простой, но честный вопрос. Представьте, что цена этого кроссовера такая, которую вы считаете справедливой. Неважно какая, у каждого она своя. Представили? А теперь подумайте, вы бы действительно выбрали его или все равно бы посмотрели в сторону других вариантов? Если ответ выбрал бы, значит все упирается в цену. Если нет, значит проблема глубже. Но это уже вопрос не конкретной модели, а восприятия бренда в целом. Напишите, как вы думаете, без попыток угадать правильный ответ, просто честно. Потому что именно из таких ответов и складывается реальная картина рынка, а не из пресс-релизов и презентаций. Я читаю все и лучшие мысли выношу в следующие выпуски. На канале больше таких разборов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Берегите себя и берегите свои машины. До встречи.